Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня мы с вами поиграемся на типсиках. Будем делать лепку гелем пластилин, немножечко поиграемся с цветами, с оттенками. Ну и я научу вас, как же сделать малюсенькую, тонюсенькую лепоньку. Первым делом покрываем типсик цветом и крепим металлический декор. В данном случае я решила использовать вот такую вот металлизированную рамочку. Очень модно сейчас смотрятся вот такие вот элементы, такие металлические декоры. Стараемся прикрепить таким образом, чтобы как можно меньше размазывать глянцевый клей по ногтю. То есть у нас матовое покрытие, по которому не стоит размазывать глянцевый клей. Ну а теперь малюсенькими шариками лепим цветочки. Цветочки у нас не целиковые, где-то 2-3 лепесточка, 4. В общем, сколько помещается, не нужно закрывать здесь кружочек, потому что часть цветочка теоретически прячется у нас под рамочку. Сначала намечаем расположение лепестков при помощи силиконовой кисточки, а потом кистью ворсом разглаживаем наши лепесточки. Лепочку всегда нужно гладить. Нужно следить за тем, чтобы краюшки каждого лепесточка звенели, чтобы они были очень тоненькие и очень остренькие. Лепка не терпит оплывших округлых краев. Вот вам нужно проследить, чтобы каждый краюшек каждого лепесточка буквально таки зазвенел и захрустел. Пластилин очень мягенький, очень податливый. На каждое движение кисточки реагирует буквально-таки мимолетным движением. Поэтому очень аккуратно работаем. Если мы приложим слишком большое усилие, то мы прожмем наш лепесточек и деформируем его не так, как нужно. Поэтому, как я всегда говорю, лепочку мы облизываем таким образом, чтобы она была очень-очень красивой, очень нежной, очень тоненькой и очень хрустящей. Для того, чтобы слепить следующий уровень лепестков, нам, конечно же, нужно просушить предыдущий. Потому что если мы его не просушим, он у нас, естественно, смажется. Поэтому здесь внимательно немножечко подхватили первый ярус. Не нужно там никаких 2 минут просушек, достаточно буквально-таки пары секунд для того, чтобы подхватить пластилин. И сразу же лепим на него второй уровень лепесточков. Собственно говоря, уровни лепесточков лепим ровно столько, сколько нам хочется. 2, 3, 4, 10, сколько нам нужно, столько и лепим. Каждый уровень лепесточков не забываем просушивать для того, чтобы не смазать.
Уже наша лепочка смотрится очень симпатично, но я решила добавить в нее цвета. Беру желтый пластилин и малюсенькие шарики располагаю в те места лепестков, которые хочу подсветить. И потом уже по просохшему лепесточку распределяю свой шарик таким образом, чтобы цвет у меня плавненько сходил на нет в растяжечку. И при этом объем опять же подчеркивал то место, которое я хочу сделать самым объемным. Обратите внимание на этот прием, потому что именно таким образом можно исправить какие-то косяки, которые, возможно, у вас изначально получились. Где-то, допустим, вы не довернули лепесточек, именно таким образом можно его поднять и довернуть. Ну а теперь мы добавим жидкий камушек в серединку нашей металлической основы. Для того, чтобы его сделать, я смешиваю моделирующий гель с хлопьями юки и выкладываю объемную капельку. Разравниваю ее таким образом, чтобы объемы капельки плавно располагались по моей металлической заготовке. В качестве дополнительных украшений добавляю в центр цветочков стразики и бульоночки по окантовку металлического украшения. А поскольку при креплении бульонок я все равно намазюкала глянцевым клеем по матовому финишу, пришлось перекрывать это дело еще разочек. На самом деле, вот именно в этом месте был сделан вывод, что нужно было сначала все прикрепить, все сделать, а потом уже вокруг всей композиции просто одним слоем пройтись матом. Но, тем не менее, именно с матом мы в данном случае проходимся. Ну а второй цветочек у нас будет очень скоростной. Здесь я решила сразу же по-мокрому разукрасить цветок. Получилось интересно, но с этой техникой еще стоит поработать. Даю вам наводочку, попробуйте, посмотрите. Что я сделала вывод из этой ситуации, что я слишком много пластилина взяла, получилась очень толстая лепешка, которую плохо получилось разгладить в лепестки розы. Поэтому нужно брать просто меньше пластилина, тогда розочка получится более хрустящей. Но тем не менее, вот такая техника, когда мы сначала нанесли красный, потом нанесли оранжевый, потом нанесли желтый и сразу же получили лепестки с переходом цвета, мне безумно понравилось. Единственное, опять же, я бы поменяла расположение цветов, то есть желтый взяла бы первый в края лепестков, а чем ближе к серединке, тем темнее, потому что так будет логичнее, потому что цветок именно в середине всегда имеет лепестки темнее, чем с краешков.
Но, тем не менее, даже с этими косяками получилось довольно-таки симпатично. И вживую мои клиентки этот дизайн уже оценили. Многим из них он понравился. Многие из них говорили, что они такую розочку себе на руки хотят. Поэтому этот цветок будет вполне востребован у ваших клиентов. Мы же тем временем разглаживаем розочку и дополняем ее украшениями из страз. Вот, собственно говоря, две такие идеи у нас с вами сегодня получились. Стоит их рассматривать и как идеи уже готового дизайна, и как технические моменты для выполнения ваших дизайнов. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всех люблю, целую, всем до новых встреч, пока-пока!